Девчонки, всем привет! Сегодня я буду краситься. Хочу сделать макияж в стиле новой Наташи Деноне Ксенон Midi Palette. Я хочу определиться, буду ли я ее брать в итоге, потому что все-таки обычно я не делаю макияжи какими-то такими, ну, скажем так, черно-белым спектром, да, откровенно говоря, потому что она монохромная, эта палетка, и хочу для себя понять вообще, буду ли я так краситься, нравится мне или нет. Я уже делала на неделе 2 макияжа черно-белыми оттенками, можно так сказать, да, черно-серо-белыми, и, в принципе, мне понравился результат, но это все-таки довольно спорно все. Такие макияжи смоки или просто какие-то серые, чисто серые цвета, я имею в виду без примеси бежевого, там, да, как в Midi Glam у Деноны. Такие цвета идут мало кому, в моем понимании, в том числе я вообще думала, что и мне такие цвета не подходят. Поэтому сегодня я хочу попробовать сделать макияж. Я вытащила все свои палетки в подобной гамме, которые у меня есть. Я сейчас вам их покажу. Мы выберем то, чем будем краситься. На самом деле у меня немного таких теней. Вот, и я попробую сделать какой-то более-менее носибельный макияж. Сначала я хочу убрать вот это вот из кадра. Извините, я забыла все эти пушки убрать. У нас большая влажность сейчас держится, поэтому волосы, конечно, пушатся. Чтобы все эти пушочки убрать, я использую гель от Pussy. Вообще я не очень люблю укладочные средства для волос, поэтому в обычной жизни я ими не пользуюсь. В обычной жизни все это незаметно, но на камеру, естественно, видно. И я просто... Так как гель Pussy мне, как и другие гели, в принципе, не держит мои жесткие брови, то есть вот они у меня лежат, как природа им дала, и ничего с ними особо-то и не сделаешь, я приспособила этот гель вот таким образом. Все выглядит уже приличнее. Я сделала тон. Повторюсь, и в прошлой собиралке вижу, что тон мне темноват. Спасибо, я знаю. Если что, комментарии не пишите. Он уже практически закончился. Скоро я надену тональную основу, подходящую мне по цвету. Я сейчас нанесу все продукты на лицо, и разницы между телом и лицом не будет заметно. Сейчас я начну с бронзера, чтобы придать лицу форму какую-то, да, объем, а уже румяна, то есть что-то цветное, румяные губы я нанесу после того, как закончу макияж глаз. Хочу взять вот эту палетку Tom Ford Basque. Она очень старенькая, много кто ее видел. Я ее люблю, но вот что-то давно не доставала. Возьму отсюда вот этот бронзер. Палетку откладываю, потом попозже еще хайлайтер из нее возьму. Можно приступать к глазам. Я беру базу от Art Deco на пальчики и наношу на подвижное веко. Я уже посмотрела, в принципе, много обзоров, по-моему, все, которые есть по Наташе. И мне очень нравятся там блестяшки. Это, наверное, главная причина, которая сейчас меня прямо побуждает купить эту палетку. Хотя я пытаюсь себя убедить, что она мне не нужна, но пока тщетно. Так, пока база усаживается, я покажу вам, из чего я выбирала, что буду делать, чем буду красить глаза сегодня. Из люкса, во-первых, у меня есть вот такая палетка от Chanel. Это лимитка, посвященная Chanel номер 5 аромату. И, как можно видеть, это, конечно, не совсем то. То есть здесь очень много полупрозрачных светлых блестяшек и один черный оттенок. И этой палеткой получаются, ну, типично люксовые макияжи. Вуальные, полупрозрачные. Я использую для нее какой-то дополнительный матовый оттенок, как правило, и черный у меня идет исключительно в качестве растушеванной стрелки. То есть вот именно макияжа монохром, серо такого стального, ей не сделать. Хотя она очень красивая, но это типичный люк. Далее у меня есть рождественская лимитка от Tom Ford.
Это оттенок Soleil Neige, номер у нее 01. И это, конечно, шикарная палетка. Вот по оттенкам это уже ближе к новой Деноне. Но тут есть нюанс. Все-таки это формула запеченных спарклов от Tom Ford. И она достаточно специфическая. Под пальчиками эти рефилы ощущаются достаточно мучнисто. На пальцах смотрится потрясающим. Но не знаю, увидите ли вы или нет, эти все оттенки, они полупрозрачные. Соответственно, этой палетке, чтобы она выглядела хорошо, нужен тоже дополнительный какой-то цвет, нужна рамочка. Обычно я беру бежевые оттенки. И, ну, по-хорошему нужна бы подложка. То есть вот эти два оттенка, они слишком полупрозрачные. Это очень-очень вуальный макияж. И впечатление от этого макияжа совсем не то. То есть надо понимать, что сравнивать Шанель и Том Форд с Наташей Деноной, ну, нет никакого смысла. Это типичный люкс и типичный проф, да, сегмент. Они абсолютно разные, поэтому тут я даже не стала на этих палетках останавливаться. Далее у меня есть Huda Beauty Wild Obsessions. На самом деле, девчонки, если у кого есть эта палетка, я хочу сказать, что это, наверное, замена скорее даже не новой Деноне, а новой Худи, которая Pretty Grunge. Потому что здесь вообще палетка сама вот эта, она собрана с умом и очень удачно. Здесь есть оттенок, который можно растушевать, который поможет в тушевке. Здесь есть два оттенка для построения формы, которые больше уходят в лиловый и больше уходят в коричневый. И здесь есть черный, причем здесь черный достаточно хороший. Вот так выглядит матовый. Очень удачное сочетание и очень напоминает Pretty Grunge от Huda. Единственное, что Huda в большую палетку добавила, конечно, более еще и теплые оттенки матовых. Здесь есть нейтральный стальной оттенок, оттенок Sparkle в лиловую сторону, оттенок очень похожий на тот, который есть в Pretty Grunge, такой в баклажан, с зеленым отливом и золото. Просто. Единственное, что здесь нет, это серебра, которая вот есть новый Pretty Grunge, но я говорю, по настроению эта палетка очень похожа, и в итоге ей получаются красивые макияжи, красивые, очень такие насыщенные, очень праздничные какие-то. Вот блестяшки из этой палетки. Верхние две, конечно, самые классные. Но это тоже не то, потому что Наташа Денона новая, она более монохромная. И на самом деле, вот так вот подыскивая себе такую серо-черную гамму, я очень удивилась, потому что во всей моей огромной коллекции, которая, наверное, уже сейчас насчитывает более 80 палеток, я нашла только одну палетку, в которой есть серые матовые оттенки. И это вот эта палетка от Revolution из коллекции с кем это? С Симпсонами, вот, которая стоила мне, по-моему, 3 евро на сайте Revolution. И здесь есть вот такие оттенки. Сегодня я хочу взять вот этот серый матовый оттенок, черный и, возможно, вот этот серебристый. Это, естественно, не все, чем я буду краситься. У меня есть однушка от Marc Jacobs, которая просто великолепна. Это оттенок Sea Queens. И выглядит он вот так. Безумно красивый, и я им не пользуюсь, потому что, ну, для себя, потому что я решила, что мне не идут такие оттенки. Вот сегодня будем проверять. Он классный. Во-первых, он наносится как жирненько. Смотрите, какой шикарный. Так его можно нанести вообще как топпер. Очень красивый. Также я хочу взять рассыпушку от Tami Tanuka, которая у меня находится в Project Pen. Это парящая над пропастью. Ну, вот такой. Довольно скромненький на фоне Marc Jacobs, но он приятный. И еще один оттенок, который сегодня я планирую использовать, это Sparkle из палетки Ретроградный Меркурий от Huda. Вот он. Его у меня уже немного. Вот. Половина, даже меньше, наверное. Это просто серебристые блестки. Планирую использовать его как топпер. В общем, в итоге должен получиться такой монохромный серый лук. База уже уселась, и можно делать форму. Беру вот этот вот серый оттенок
и наношу его в складочку. Вообще, я обратила внимание, сколько серых палеток было выпущено на эти праздники, этой осенью. Это, конечно, свидетельство, в принципе, тенденции моды, потому что серый цвет сейчас в моде. Его было очень много на показах модных, и он сейчас очень такой трендовый, скажем, цвет. И вследствие чего следом за серой одеждой мы идем и к серым макияжам. У Шанель, у Диор, у Худы, у кого там, у Деноны все выпускают серые монохромные более-менее палетки. Это объяснимо. Я хочу сделать носибельный лук. Я не буду делать смоки. Я просто знаю, что интенсивные смоки я точно не буду носить на ежедневной основе. И сегодня я буду проверять то, как сработает на мне более-менее легкая версия такого серенького макияжа. То же самое я делала, только не на камеру, когда вышла палетка Mini Triachrom от Наташи Деноны. И она, кстати, до сих пор и не появилась в турецкой Сефоре. Вот. Но я все равно, прежде чем определиться, буду ее брать или нет, так как оттенки спорные, я вывалила все свои сине-голубые оттенки, которые нашла, поделала всеми этими палетками макияжа и поняла, что мне абсолютно не идут матовые сине-голубые оттенки. Они смотрятся инородно с моей внешностью абсолютно. Вот. И я поняла, что эта палетка мне не нужна. И Mini Triachrom я пропустила с легкостью. Вообще, вот как выглядит тушевка. Я не хочу тянуть ее вот сюда вверх. Умышленно, потому что не хочу быть в итоге похожей на Мартишу Адамс. Я хочу взять оттенок Momentum и немножко увести этот серый в кожу. Теперь я хочу взять такую пушисто-плоскую кисть, скажем так, и попробовать углубить немножко тушевку вот этим черным оттенком. Он такой, прям не супер черный. Вот. И заодно поработать им нижнее веко. Хочу посмотреть, насколько мне будет комфортно этот макияж носить, потому что все-таки не свойственные мне оттенки. Не зря у меня их в коллекции-то особо и нет. У меня чисто черных в коллекции, может, штуки 2-3 максимум. Хоп. И нижнее веко. Кисть взяла сплюснутую, ну, потому что ей удобнее прорабатывать нижнее веко и складочку, когда нужно прям чуть-чуть нанести. Как по мне, форма готова, и я ей довольна. Если вы в камеру видите какие-то пятна, их видно только на камеру. Расслабляемся и поехали дальше. Сейчас я хочу нанести вот эту великолепную блестяшку от Marc Jacobs. Она, конечно, просто потрясающая. Наносить я ее буду на внешнюю часть подвижного века. Очень красивый цвет, в нем содержатся разноцветные блестки. Я вижу и зеленые, и фиолетовые, и золотые. Обалденный просто цвет. И второй глазик. Еще немаловажно мне понять, насколько быстро я буду делать подобные макияжи, насколько мне будет легко работать с серо-черными оттенками, потому что с коричнево-серыми оттенками, холодными, мне работать тяжело. Но
по моему скромному мнению, у меня получилась неплохая тушевка. И мне, на удивление, было намного легче работать с серым цветом, нежели с серым цветом с примесью коричневого. Возможно, я не специалист, но, возможно, коричневый пигмент как-то хуже тушуется, хотя это странно. Это странно. Так, нанесли вот этот красивущий цвет. Я умышленно его немножко на тушевку вытянула, потому что хочу такую немножко небрежность, что ли, внести в макияж, чтобы он был немножко гранж, но немножко. Далее я хочу нанести вот эту вот однушку от Тами, которую показывала, парящая над пропастью. Думаю, ее можно попробовать нанести вот такой кисточкой. Она хоть и рассыпушечка, но такой сатинчик, я думаю, что должна прилипнуть на базу нормально. Это такой просто серебристый оттеночек. Я сверху потом посажу топпер от Huda, и будет красиво. Втушевываю их. Немножко осыпается, конечно. Но я почищу под глазами потом. И еще бы я его нанесла на нижнее веко, но там он повалится, я, наверное, его там пальчиком нанесу. Хороший оттеночек. Он, правда, довольно плоский, ничего там в нем нет, никаких разноцветных переливов, но имеет место быть, почему нет. Возьму, наверное, такую вот кисть, она вообще для бровей, но хочу взять ее. И нанесу тоненько, чуть-чуть сюда. Теперь во внутренний уголочек глаза хочу нанести вот этот серебристый оттенок. Он тоже сам по себе просто белый, без подтонов, достаточно плоский. Хочу его немножко еще сюда вытянуть. И осталось нанести вот этот вот топпер, чтобы вот эта вот часть подвижного века, внутренняя, скажем так, чтобы она была более искрящаяся и соответствовала по текстуре, скажем так, да, по эффекту вот этой вот части, где у меня Marc Jacobs. Прекрасно. Тут еще такие разноцветные блесточки в этом оттенке. Такой изюминки придает макияжу. Вот так. И на второй глаз. Хочу нанести также в уголочек глаза этих блесток. Я сейчас нанесу карандаши, бежевый, черный, тушь черную и вернусь к вам. Ну что, макияж глаз готов. Мне он очень нравится. По-моему, классно. Нравится, как все блестит. И нравится, как на мне смотрится серый матовый оттенок. Это, конечно, неожиданно. Я привыкла, что серость мне не идет. Но, видимо, не идет мне серость с землистым подтоном. Вот такие чистые цвета, на мой субъективный взгляд, смотрятся неплохо. Сейчас я доделаю лицо, чтобы придать все-таки образу красок. Поэтому беру румяна Golden Rose в оттенке 10. Возвращаюсь к палетке Баск и беру из нее хайлайтеры.
Для губ буду использовать коричневый карандаш и бальзам от Golden Rose в оттенке 01. И вот что в итоге получилось. Мне нравится макияж. Мне нравится, как ни странно, что серый цвет тянет из моих глаз вот этот серый оттенок, и они больше серыми кажутся. Это тоже прикольно, тоже мне нравится. Я, честно говоря, первый раз, когда сделала макияж серыми матовыми оттенками, я была очень удивлена. Я думала, что это будет жутко, просто жутко. Конечно, такой макияж для меня в 9 утра, особенно там, да, днем, немножко тяжеловат. Но я думаю, что в жизни, не на камеру, я бы делала просто тушевку вообще без затемнения черным цветом, и он был бы более повседневный. По поводу вообще таких монохромных макияжей и по поводу моих впечатлений о сводчах и макияжах и вообще образах, которые я видела Наташи Деноной Ксенон, эта палетка для макияжа не обязательно смоки. Там, если присмотреться, всего 3 очень темных оттенка. Это палетка для макияжей, которые обязательно должны быть частью образа. Я повторю, что сейчас очень моден серый цвет, стальной цвет, серебряные украшения. Если вы посмотрите на каких-то маркетплейсах, если вы посмотрите каталог Зары, неважно, очень много украшений крупных, серебряных. Я планирую таковое приобрести что-то для ушей в особенности. Каких-то цепи до сих пор популярные, уже перешли в классику. Поэтому серая какая-то одежда, на зиму особенно какие-то серые глубокого цвета худи или серые свитера крупной вязки. То есть вы понимаете, это макияж должен быть как часть образа. Я не визажист, я не стилист, поэтому я говорю о своем каком-то представлении, как носить подобные макияжи, о своем представлении, с чем он сочетается, именно в рамках сочетания цветов, в рамках колористики. Такие оттенки, их нужно носить в сочетании с чем-то, с серебряными крупными украшениями, с серыми какими-то вещами около лица, именно в зоне лица. И мне кажется, это будет круто. Вот это вот именно тенденция на осень, зиму и раннюю весну. Круто. Именно серые макияжи. Конечно, Наташа Денона позиционирует Ксенон как лучшую палетку для смоки. Да, окей, возможно. Но это не только палетка для людей, которые делают одни смоки. Это просто палетка, которую вы можете сделать серебряный глайм-лук, потому что сейчас это все в тренде. То есть эта палетка в тренде. Если у вас есть возможность, если вы уверены в своей внешности, как она будет сочетаться с этими цветами, мне кажется, это будет круто, потому что я смотрю на сводчи, на текстуры, и очень хочу попробовать именно блестяшки из этой палетки. Но если нет, вы можете что-то подобное сделать любыми другими тенями, в принципе, как я сейчас вот это сделала. Почему я буду приобретать, скорее всего, Ксенон? Ну, потому что у меня скоро кончится половина теней, которые сейчас на мне нанесены, да, и у меня действительно нету подобных оттенков, и серый матовый у меня в моей огромной коллекции нашелся только один. Но если у вас уже есть такие цвета, абсолютно не обязательно иметь Ксенон. Я думаю, это всем понятно. Меня сейчас как раз тянет на такой монохром, причем монохром спокойных, бежевых, коричневых, серых, черных оттенков. И я, в общем, в предвкушении попробовать формулу от Наташи в подобных цветах. Ну и при покупке данных цветов всегда нужно учитывать, конечно, свою внешность. То есть все играет свою роль, и ваш гардероб, и украшения, и цвет волос, и вообще кожа. Вот. Мне, в принципе, нравится. Я довольна, я посмотрю, как я буду весь день с этим ходить. Напишите, что вы думаете, насколько для вас носибелен подобный макияж. Я бы в повседневной жизни сделала его еще легче. То есть я бы сделала что-то такое светло-серое, со светло-серой серебристой блестяшкой, с каким-нибудь удобным серым худи, и было бы круто. Я больше чем уверена, зимой это будет супер.
Вот, пишите мне, пожалуйста, что думаете. Спасибо, что провели время со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне, пожалуйста, лайки, я буду очень вам благодарна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я оставляю ссылку под каждым видео в описании. Всем отличного настроения, прекрасного дня, всем пока-пока!